Здравствуйте, уважаемые любители настольного тенниса. В этом видео мы потестируем защитное основание фирмы Inhe DEF 9. Сергей, ты в своей жизни много тестировал защитных оснований? Не доводилось, несмотря на мой опыт. И вот и я не тестировал защитные основания. Для этих целей мы пригласили мастера спорта, игрока юниорской сборной Украины Валентина Юнчика. Здравствуйте, любители настольного тенниса. Валентин, какие у тебя впечатления? Возьми в руки, как ты вообще... Все-таки основание довольно такое толстенькое, да, Сергей? Да, не пожалели дерева. Несмотря на большую толщину основания, удобно лежит в руке и очень легкое, и мне уже не терпится испытать его. От себя я замечу, что производители поставили разные слоя. Сергей, ты знал об этом? То есть All плюс получается справа и All минус слева. Хотя ты называешь это основание DEF. Да, не только я, и сами Inhe называют его DEF. Но что удивительно, мне кажется, это первое основание защитного стиля, которое применило этот центральный толстый бальзовый слой. До этого мы видели его только в основаниях, которые, атакующие. Атакующие, да, для шипов, потому что он дает такой выстрел, а тут для защиты. И мне действительно интересно, как оно будет себя вести в защите. Будет ли мяч вообще попадать в стол. Какие накладки поставили мы для тестов? Справа это Tenergy 64, толщине 1,9, а слева TSP Curl P1. Такие вот шипы, в толщине 0,9, да, где-то они? Так. Вот. Ну что, пробуем, начинаем с подрезки. Ребята поиграют, и мы попробуем выяснить особенности и загадку этого основания, которую разработчики, вложили. Смотрим. Поиграли подрезку. Сергей, твои впечатления? Как тебе подрезка твоя? Моя неплохо. Валентин тоже вроде бы не ошибался. Но интересно было послушать его ощущения. Да, Валентин, как тебе подрезка? Мое ощущение, несмотря на толщину ракетки, очень удобно обрабатывать мяч, очень удобно доигрывать кистью и очень удобно лежит в руке. Я полностью доволен этой доской. При игре в подрезку. При игре в подрезку, так. Сергей, тебе не кажется, что Валентин как какой-то робот, микросхема так отвечает? Мы же приготовили ему текст, он и говорит. Топ-спины. Попробуем топ-спины. Интересно, все-таки современная защита – это нападение, да. И Валентин обладает атакой справа и слева. И, соответственно, сейчас мы покрутим мяч. Вернее, не мы, а ребята покрутят мяч, особенно Валентин. И скажет, как летит мяч быстрее, чем, например, его основание. Интересно? Интересно. Смотрим.
Топ-спины повращал Валентин. Ну, что ты скажешь, Сергей, какие там мячи улетели? Ну, улетело очень быстро. Знаете, топ-спины, как от обычного нападающего с основания мув плюс. Угу. Такие защитники пошли, Такие китайские. уже теперь пошли. Ну, а ты что скажешь, Валентин? Я скажу, что я полностью согласен с производителем, что правая сторона ракетки по скорости All Plus. Скажу, что летели очень плотный топсет, как и справа, так и слева. Ну вот интересно теперь, как этим основанием-то защищаться, раз Ну так да. все плотно. Ну, конечно, защищаться сейчас мы шипом попробуем. Там же все-таки композит стоит такой, что медленнее скорость. Да, там стоит All Minus. Вот и мы это сейчас проверим. Сергей будет вращать, а Валентин защищаться. Смотрим. Продолжаем исследовать защитное основание, как бы разгадать его загадку, вот почему так все-таки создатели, конструкторы сделали. И, может быть, ответ при игре шипами слева. Сергей, ну что там прилетало? Вот ты топсил. Ну, знаете, у меня были опасения, что из-за бальзового вот этого слоя трудно будет обрабатывать мяч шипами. Ну и будет просто лететь плоскарь, возвращаться на этот. Но вы знаете, шипами летел, запил, как и обычно, от Валентина. Валентин, а ты что скажешь? Как вот по скорости, что ты отметишь? По скорости я скажу, скорость немного выше, чем у оснований DEF. И это позволяет нам увеличить темп игры, и противнику будет быстрее прилетать мяч, что дает ему меньше времени сделать какое-то решение и будет заставлять его ошибаться. Это, я считаю, очень большой плюс. Ну, а я от себя замечу, что, ну, так как мяч быстрее прилетает, то что делать, когда Сергей, ну, допустим, сильно делает? Тогда придется более короткое движение делать, так? Так, то есть придется- подучить технически. Так, придется сделать более короткие движения, А их и надо противнику потренировать. это будет еще сложнее, потому что от нас еще быстрее прилетит мяч с таким же вращением. Ну, что, переходим на диагональ справа. По диагонали справа Валентин будет и подрезать гладко, и шипами, и делать там что, замины, перекруты. Ну, что, посмотрим, что с этого выходит, как этим основанием делаются эти элементы. Смотрим. Игра по правой диагонали. Сергей, ну многовато ошибок ты допускал. С чем это связано вообще? Да, ну было довольно-таки трудно, потому что очень
здорово удавалось Валентину варьировать вращение. Там и плоская игра, и шипами хороший запил летел, и гладко иногда получалось пропиливать. Ну, плюс и верхнее вращение. Ну, довольно-таки непростая игра получилась по правой диагонали. Валентин, ну я начну. Ты крутил, игра шипами. Как вот? Ты перекрутил шипами? Было довольно легко подрезать шипами справа, чувствовался великий контроль, и мне это позволило делать очень много попаданий на стол. Хорошо, а игра гладкими? Как обработать вообще вот этот пил? Ну, сама подрезка справа гладкой требует высокий... технических умений. Ну что, Короче, возвращайся. Итак, игра справа. Валентин, еще раз расскажи нам за обработку мяча справа. Почему было удобно так варьировать? Вот за счет чего они сделали? Вроде бы тут и бальза, и толщина основания, и скорость поставили. И в то же время Сергей говорит, что были сложности. За счет высокого контроля мне позволялось легко варьировать, и я доволен своими подрезками. Получилось очень хорошо. Барановский Сергей очень много ошибался на моих вариациях. Не, ну Максим Юрьевич, ну так не годится. Да все нормально, все нормально. Еще раз, пожалуйста, я хочу, чтобы круто. Продолжаем. Игра в нападении справа. Вот этот переход. Переход был очень легок, как по мне. Получилось легко нападать из-за того, что, как я говорил, очень... Ну, видите, небольшие трудности возникли. Нет, трудности Максим перевода. Юрьевич, скажите, что мне сказать. Скажите, как правильно сказать. Мне было легко нападать, получается, и легко было переходить в атаку из-за того, что здесь all плюс. Мне было нормально нападать, проще. Иногда бывают такие ситуации, что защитник не успевает отойти от стола. И на него следует мощная атака соперника. И вот для этих целей сейчас Валентин попробует поиграть чоп-блоком. И когда получит подрезку от Сергея, перейдет в атаку. И, соответственно, оценит, как на этом основании это выполняется. Смотрим. Ну, первый вопрос. Как было вот этот чоп-блок? Остаться на столе и сделать чоп-блок? Вот, удобно или нет? Это было удобно, но нападать было еще проще. Почему? Ну, мне кажется, из-за слоя бальзы чувствуется такая гибкость, как бы, когда пробуешь нападать и летит все на стол, все легко. Ну, кстати, нападение он практически не ошибался, Валентин, все попадал. А ты что скажешь, Сергей? Да, ну очень неприятный элемент получается у Валентина, этот чоп-блок. И мяч виляет, да. Мяч виляет, а потом этот накат быстрый шипами, то есть очень интересно. Еще хотел добавить, что, как я видел, Сергей много ошибался из-за того, что не мог там попасть в мяч. Мяч очень сильно падал со стола, и я уверен, что это тоже можно отнести к эффекту бальзы в этом основании. Ну, есть игроки, вообще играют в таком стиле. То есть они остаются на столе, делают, соответственно, и для них тоже можно рекомендовать это основание стиля. Да, то есть с одной стороны сделаешь чоп, с другой как раз там позволяет, да, сразу бить. Ну что, переходим к выводам.
Ну, Сергей, представь, вот это конструкторское бюро, да, Инхе, и вот приходит молодой сотрудник и говорит: ребят, я понял, в защитное основание надо поставить бальзу, они тогда будут широкие, лежать в руке, и еще давайте сделаем разный композит с двух сторон. Как тебе такое? Ну, я думаю, корифеи основостроения смеялись ему в лицо, потому что, ну, действительно, безумно поставить бальзу, казалось бы. Да, и в то же время фирма Инхе запустила эту линейку. Ну, фирма, она на весь мир как бы выпускает продукцию, но в первую очередь для китайского рынка. И, ну, есть спрос. То есть китайские защитники, вот, как бы нравится им такое сочетание. Кстати, Сергей, ну, получается, что игрок защитного стиля должен уметь все. Так, и нападать, и подрезать, и чопить это. И поэтому сразу же вопрос к Валентину. Ну, как тебе вообще защищаться этим основанием? Все-таки разная скорость с двух сторон. Защищаться было комфортно и очень было приятно чувствовать, что с подрезки мяч летит намного быстрее, чем с основания DEF. И получилось, что заставлял противника ошибаться, потому что летела подрезка быстрее. Так или это Сергей? Он заставил тебя ошибаться? Да, действительно, подрезка летела очень быстро, и много вариаций вращения получилось. Ну, я думаю, и в атаке Валентину было приятнее играть этим основанием. Так? Так, было приятнее играть. Я бы даже советовал игрокам это основание, игрокам, которые справа играют подрезку плоско с запилом, замин, перекрут, или игрокам, которые хорошо умеют нападать справа или контратаковать. Потому что All Plus на правой стороне позволяет очень хорошо добиваться атаки. В то же время от себя замечу, что в принципе интересно попробовать это основание и тем игрокам, которые играют возле стола. То есть вот такой какой-нибудь чоп-блок делает, как показывал Валентин, там мяч под сеткой, ему срезают и сразу следует атака справа, там мощная, с добавлением. Также хочу сказать, что оно идеально тоже может подойти игрокам, которые слева чоп-блок, делают чоп-блок, а справа нападают. Это тоже можно сказать, потому что слева левая сторона основания all минус, а правая all плюс. То есть слева сделал чоп-блок и забежал, например, справа сделал сильный плотный топс. А если развить это дальше, то получится, можно все наоборот. Представь, поставить шипы на U+, а гладкую на U-. Или, Сергей, это уже... Ну, это уже интересно получается. Это уже, мне кажется, нужно построить технику под такую игру. Ну что ж, уважаемые любители настольного тенниса, стройте технику под различные стили. Вот. С вами был Максим Черепнин, Сергей Барановский и Валентин Юнчик. Увидимся в следующих видео. До новых встреч.